Добрый день! Вы на очень популярном техническом канале компании автостронг. У нас уже 100 тысяч наименований запчастей, которые вы можете заказать с доставкой по Беларуси и странам СНГ. И прямо сейчас мы для вас готовим что-то особенное. Сегодня мы разберем дикую кошечку. Итак, встречаем Jaguar 2.5 V6. Сегодня мы разбираем двигатель 2.5 V6, снятый с Jaguar X-Type 2003 года с пробегом 170 тысяч километров. Если кто не знает, Jaguar X-Type создан на базе Ford Mondeo 3. Соответственно, все основные агрегаты у него от Ford. И этот двигатель 2.5 V6 детище компании Ford. Для справки, этот двигатель был разработан в начале 90-х годов компанией Porsche. Затем все наработки были проданы Ford и Cosworth, которые его слегка доработали под поперечную установку, сделав немного компактнее. Этот двигатель дебютировал как Duratec V6 в 1994 году. Выпускался с такими объемами, как 2.1, 2.5, 3 литра. И его можно встретить под капотами таких автомобилей, как Jaguar, Ford, Mazda и Lincoln. Блок у этого двигателя алюминиевый, ГБЦ бывает двух видов. На автомобилях Ford используются гидрокомпенсаторы с роликовыми рычагами в приводе клапанов. А в исполнении для Jaguar, Mazda и Lincoln в приводе клапанов используются толкатели-стаканчики. Бензиновый V6 получился очень надежным и неприхотливым. По механике вопросов вообще никаких нету. Он легко ходит 500 тысяч километров. Если не экономить на масле, то проблем совсем не будет. Если экономить, то велика вероятность залегания поршневых колец. Впрочем, их можно поменять и ехать дальше. С этим V6 могут возникать мелкие вопросы по работоспособности датчиков и катушек зажигания. Генератор здесь не особо надежный. Его ресурс обратно пропорционален количеству опций в автомобиле. То есть больше опций, меньше срок службы. И, кстати, генератор здесь с обгонной муфтой, которая периодически нуждается в замене. Дроссельная заслонка в нашем моторе с электронным приводом. Посмотрите, в каком она состоянии. Очень чистая. Можно столкнуться с тем, что впускной коллектор неплотно прилегает к ГБЦ, и в цилиндр попадает лишний воздух. Это решается заменой прокладок. Посмотрите, какой у нас массивный алюминиевый впускной коллектор. Нет. 2-1. Поехали. Flawless victory. Fatality. Одна голова хорошо, а две лучше. Здесь у нас все в идеальном состоянии. Кулачки распредвалов как новые. Надо отметить, что на распредвалах написано Ford. Также у нас здесь фазовращатели на впускных распредвалах и зубчатые пластинчатые цепи. И еще раз обратим внимание, что в Ford Duratec V6 используются рокеры и гидрокомпенсаторы. В данном моторе используются стаканчики, и тепловые зазоры регулируются шайбами. Ягуаровский двигатель мощнее фордовского на 22 лошадиные силы. Это достигается за счет фазовращателей и более высокому подъему клапанов. Цепи в механизме ГРМ здесь зубчатые, и они капец какие надежные, в принципе, на всю жизнь этого мотора. Их даже с разборки покупают, если какой-то нерадивый владелец все-таки умудрился ее порвать. Вся эта конструкция ради помпы приводится в движение выпускным распредвалом. Здесь есть натяжной ролик, приводной ролик и ролик помпы. И, кстати, помпа надежная и ходит 400 тысяч километров.
Успокоитель цепи у нас находится на вот такой консоли, где есть клапан фазовращателя и каналы, подающие масло к фазовращателю. Натяжитель цепи здесь со стопором противохода. Об этом узле мы более подробно рассказывали на разборе другого мотора. Так что кликаем по ссылочке и смотрим. А это наша вторая консоль натяжителя. Если вот эти резинки дубеют и начинают пропускать масло, то фазовращатели работают некорректно. Раз, два, три. Да, поехали. Да. Что касается распредвалов, то они у нас в восхитительном состоянии. Здесь относительно легко отпускаются болты, которые держат головку, потому что это бензин. В дизеле совершенно другая история. Блок здесь алюминиевый, гильзованный, и с ним нет никаких проблем. Но если вам все-таки удастся его упилить, то здесь нет ремонтных размеров поршней и колец, если только гильзовать. Но лучший вариант — это купить такой прекрасный контрактный мотор в автостронге. Хон здесь как с завода, без намека на износ. Вот как должен выглядеть поддон со своевременным обслуживанием мотора и хорошим моторным маслом. Охренеть! Поршень у нас в отличном состоянии. Маслосъемное кольцо не закоксовано, компрессионные кольца не залегли. Есть потертости на графитовом напылении, и у нас идеальные вкладыши. Вследствие того, что вкладыш у нас все идеальные, вследствие того, что за мотором отлично ухаживали, мы получаем отличный коленвал. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали своеобразный эксклюзив. Все запчасти оказались в идеальном состоянии. Эти детали вы можете приобрести в компании автостронг. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас столько качественных запчастей. И помните, с вами была компания автостронг.